И всем салют, с вами я, гений ютуба Скарлетт Смех. Я сегодня повторно вызову инкуба паранормальные. Почему я решилась на это? Все просто. Я просто ебанутая. Ладно, да, давайте серьезно. Почему же я решила повторить этот же эксперимент снова, во второй раз? Мне не хватило тех ощущений, что ли? Нет. Во-первых, мне казалось, что результаты были. Много всяких совпадений было, то одно, то второе, то третье. Там звуки были непонятные. Я до сих пор не могу объяснить их. Спустя вот столько времени я не могу понять, что это было. Я не знаю, как это объяснить. Но так, если вкратце рассказать, то там были звуки непонятные. Поэтому я решила повторить этот эксперимент, чтобы уже утвердительно сказать, что инкуб существует. Если в этом эксперименте будет все одно и то же, те же звуки, какие-то такие проявления очень странные, тогда мы подтвердим, что реально инкуб существует. У меня в том эксперименте просто тряслось лицо все. Вы не представляете, я вот так слышу эти звуки, вот эти щелчки, и у меня просто трясется лицо. У меня никогда так не тряслось лицо, потому что не то чтобы мне прямо нравилось вызывать инкуба, не настолько, конечно, мне так весело. Просто ради того, чтобы убедиться, что реально ли это или нет. Или это всего лишь такие совпадения. Поэтому давайте уже начнем. Погнали. Инкуб — это мифологическое существо, которое в фольклоре описывается как демон или дух, известный тем, что навещает спящих женщин. Инкубы чаще всего связываются с сексуальным контактом во время сна. Они происходят из европейской мифологии, особенно в Средневековье. Они часто воспринимались как противники религиозных норм и порядка. Также существует суккуб. Суккуб приходит же мужчинам во снах. Но как же призвать инкуба? Вам нужно написать 5 желаний, выключить свет полностью, чтобы не было света. Второе – это написать 5 желаний на листочке. 3 – 5 свечей, чтобы они были возле рук, ног и у головы. И четвертое – включить романтическую музыку. Главный момент, чтобы это было в 3 часа ночи. Время почти наступило. Мне на самом деле страшно. Не так было страшно, как в прошлый раз. Но я рада, что вы со мной. Стресс немного перед началом этого эксперимента. Но я повторяю эксперимент, потому что были интересные все-таки у нас результаты. Там уже обувь какая-то есть. Это гантели? Кто оставил гантель? А, это не гантель, там машинка, скорее всего. Нам свет нужно выключить. Вроде в первый раз должно быть страшнее, а после того эксперимента, который у меня был, можете посмотреть, кстати, что там произошло. Какие там были результаты, все-таки они там были. Так, поэтому я и повторяю это. Так, камера, ты куда поворачиваешь? Блин. Я не хочу. Камера видит здесь лицо. Я здесь. Алло, он повернул туда. Почему он поворачивает туда? Я не понимаю. Давай развернусь в другую сторону. Все, привет. Так. Мама. О, камера поворачивает сюда. Блять. А я точно должна начинать этот эксперимент? Потому что я вообще вот здесь. Я не понимаю, почему у меня камера поворачивает. Она автоматическая. То есть поворачивает. Так, подожди. У меня есть еще камера. Когда камера взяла, повернулась, как будто камера увидела, что кто-то есть рядом. Еще камера, которая поворачивает. Так, инкуб, если ты здесь пришел, встанем сюда со мной, сделаем селфи с тобой. Друг на друга посмотри. Он все, больше не поворачивается. Как это было только что.
Если бы DJI-ка бы сработала бы, я бы вот сейчас вот точно бы в прямом эфире бы обосрала его. И скорее всего это из-за того, что это новая штука, которая довольно-таки из дешевеньких. Скорее всего она как-то не особо реагирует. Но она снова повернула туда, вот сюда, как будто кто-то рядом тут стоит. DJI-ка, она нормально работает. И почему не раньше? Почему вот именно сейчас, когда я вот закрыла шторы, а потом бац, и камера просто поворачивается, отворачивается от меня, она уже перефокусировалась вообще в другую сторону, перепугалась. Как будто инкуб рядом такой встал и начал смотреть в камеру. Я и так была немного в стрессе, потому что я понимала... Что это было? Что это было? Вы слышали вот это? Видимо, инкуб дал о себе знать. Может, рядом стоит, видео со мной снимает. Вдруг какая-нибудь здесь движуха будет, чтобы видно было. Ну, несмотря на это, я выключила уже свет. Свечки зажгла. И следом я начала записывать свои желания, сокровенные, эротические, так что я это не стала вам показывать, что я там загадала. Пусть это останется между мной и инкубом, пусть это личное. И следом я легла, чтобы представить образ моего инкуба. Я представляла где-то 5 минут моего инкуба. Я начала мои желания, которые у меня в руке были, сжигать под одной свечкой. Одно желание — одна свечка, второе желание — это уже другая свечка. После того, как я каждое желание сожгла, я произносила фразу «Инкуб, приди». Инкуб, приди. И после этого я легла обратно и начала ждать, когда же он ко мне придет. Представляла образ. Никаких особо звуков я не слышала. Может быть, я когда буду монтировать, вдруг я где-то что-то услышу, я, конечно, это дополню. И в 3 часа я уже лежала на полу и начала призывать его. Но во время этого ритуала я ничего не слышала. Никаких щелчков не было, как в прошлый раз. Было спокойно. Единственное, был эффект присутствия. То есть мне казалось, что рядом кто-то стоит. Я была встревожена, когда я начинала, а когда я уже начала погружаться в это, меня как-то даже расслаблять это начало. Меня это успокоило.
Даже несмотря на то, что мне показалось, что кто-то рядом стоит со мной. Я представляю, что меня целуют, обнимают, гладят. А люди в интернете советуют, что нужно как-то мысли поменять на другой лад, и тогда инкуб якобы уходит и готовится к тому, что он придет к тебе во сне. Вот под конец моих мыслей я начала думать о чем-то другом, чтобы расслабиться, чтобы открыть глаза, и чтобы я там не удивилась кому-то, кого я там увижу. Может, меня в спальне ждет уже. Сказать, мне стало полегче чуть-чуть, потому что перед началом меня как-то немного потрясывало, потому что еще камера как-то повернулась, автоматически определила, что кто-то вот здесь, точнее, где-то вот здесь кто-то был. Я такая думала, что после такого, что было в прошлый раз, как я могу не нервничать, зная, что это могло быть. Очень много совпадений интересных было. А я что-то не заметила, что 30 минут прошло. Офигеть. Подготовка такая шла, что ли? Не поняла вообще, как это произошло. Ну да, 45 минут даже записывать. Ладно, я буду ложиться спать. Меня ждет инкуб, между прочим. Посмотрим, что из этого выйдет. Я поставила камеру, чтобы наблюдать, что во сне происходит. Вдруг я начну там с инкубом общаться, либо что-то такое начнет происходить, что я обязательно вот засниму и вам покажу. По факту ничего такого не происходило во сне, но там точно ничего пошлого не снилось, никакой мужчина мне не снился, поэтому ничего такого паранормального я по итогу не встретила. Единственное то, что время просто очень быстро пролетело, я не понимаю, как так пролетело 30 минут. По ощущениям было 10 минут, 15. Но никаких звуков я не слышала, только вот чуть-чуть чувствовалось как будто присутствие чьё-то. Ну, может, это самовнушение, но звуков не было никаких. Ну, может, на камере, конечно, я запись буду пересматривать, смотреть тщательно. Мне инкуба не страшно встретить там во сне, например, либо когда сонный паралич. Потому что когда сонный паралич, либо сон, ты можешь избежать реальности, если ты встретишь. Ты уже не сможешь никуда убежать и как-то проснуться. Я просто не знаю, как к нему обратиться. Типа сказать: «О, привет! А я тебя искала, я тебя вызывала, да, привет. Ну что, поговорил? Да, чай хочешь или что-то?» Стрёмно в реальной жизни встретить такое. И после этого эксперимента я могу сказать, что его просто не существует. Потому что, ну, как это так? Я вызывала его 2 раза, а он все еще не пришел ко мне. Но... Ладно, говори. Я советую вам подписаться, поставить лайк и оставить комментарий. А также подписаться на телеграм-канал, который появится здесь, прямо на этом экране. Ну, ребята, вы обязаны подписаться и поставить лайк. И комментарий написать. Советую, чтобы вы подписались. После такого, ну, как так? Конечно. Спасибо. Конечно, давайте делать выводы сами. Думайте сами, решайте сами. Мой вывод, что это просто, скорее всего, самовнушение. Еще что советуют перед началом этого ритуала: вам быть уставшим, чтобы вы хотели спать. То есть вы на спине засыпаете и начинаете чувствовать какие-то прикосновения, еще что-то. Это сонный паралич.
Если ты особенно откроешь глаза, то, возможно, ты даже и встретишь его. Но единственное, я не могу объяснить, какого фига в прошлом эксперименте там были какие-то звуки. Я не понимаю до сих пор. Что за щелчки были, как будто кто-то щелкает. И колонка не издавала звуки. Это не колонка была, это со стороны кухни. Какие-то вздохи были тоже. И также еще после того эксперимента у меня был упадок сил. Я думала, написать ли это в Телеграме или нет, но решила записать это на видео. Потому что симптом того, что инкуб пришел в твою жизнь, это как раз-таки, когда нет энергии, как будто из тебя высасывают энергию. Но я объяснила это тем, и это, скорее всего, так, что у меня был сбит режим сна. И когда я восстановила, когда я еще так же вместе с этим, со сном, от сахара избавилась. Ну, а также я начала спортом заниматься чаще. То одно, то второе, и я все время откладывала. То есть мне не получалось неделю 3 раза. И, может быть, вот эти факты я и страдала. У меня как будто энергию высасывала. Да, мы выпьем за... И да, мы выпьем этот прекрасный стакан воды за удачный эксперимент.